Смотрите, парни, сегодня тема защита и атака. Все виды защиты от прямого удара, какие вы можете сделать. Но прежде я хотел бы обратить ваше внимание. Постепенно мы переходим к контратакующим действиям, контрударам. И вот перед контрударами всегда поясняют. Есть такое определение, как амплитуда. Амплитуда удара и амплитуда защиты. Что это такое? Что это такое? Кто-нибудь знает? Вот, например, удар. Амплитуда удара. Правильно? Что это такое? Зависит от дистанции. Все зависит от трех вещей. Первое – это дистанция. Второе – это ваша реакция и ваша скорость. Потому что вы всегда должны стремиться идти по кратчайшей. Но амплитуда может разгонять удар. То есть вы можете занять такое положение, которое ведет вас, вот знаете, есть два вида ударов. Быстрые и невидимые. Какая разница между ними? Да, второй удар, невидимый удар, он может быть медленный. Его не обязательно быстро пускать. Или, может быть, не будет такой способности. Быстрый удар, он может быть видимый. Поэтому за счет, например, быстрого удара вы заставляете соперника, как говорят, уходить в защиту. И вот здесь уже играет амплитуда. Потому что при помощи быстрого удара я могу перейти на невидимый удар. Невидимый удар, как правило, это ведет к нокауту. Потому что он настолько неожиданно идет и настолько внезапно, что у вас не успевает просто мозг выбросить нужные гормоны, чтобы вы не выключились. Если вы видите удар, у вас гормон работает, и вы не выключаетесь, как правило. Теперь смотрите, на один прямой удар есть 21 модификация. Мы сейчас не берем быстрый, невидимый, 21 модификация. Есть классические удары, которые выполняют. Есть удары, которые выполняются с задержками. Есть удары, которые выполняются корпусом, больше корпусом. Есть удар, где корпус вообще не работает, только одна рука идет. Есть, например, такой удар, модификация удара, когда вы его заводите как боковой, а стреляете прямым. Это одна из, наверное, известных модификаций, которую использовал Майк Тайсон в своих боях. Удар вы должны научиться бить как быстро, так и невидимо. Вот у вас сейчас будут, их сериями сложно назвать, но определенный набор ударов, которые вы будете делать на защиту. Вы можете амплитуду удара тоже регулировать, как говорят, корпусом ее подводить и ногами подводить, чтобы вот эту дистанцию четко уже отбить. Мало того, что ты отбиваешь дистанцию, ты еще и понимаешь, что такое реально реакция. Потому что относительно реакции, если он увидел этот удар, у него реакция срабатывает. Ты видишь то, что, например, он меняет уже положение, и ты начинаешь в его амплитуду уже попадать, если ты готов. Не готов этим ударом, введи второй удар. Либо вообще его не бей. Теперь амплитуда защиты. Очень такая тонкая тема. Потому что смотрите, есть давайте по классике. Вот есть простые уклоны. Уклон можно сделать по короткой линии. Можно сделать по большой линии. То есть реально по большой. Зачем делать по большой? Кто знает? Разогнать удар. Абсолютно правильно. Вы можете, уйти вот сюда. Только для того, чтобы сразу уже вести удар. Вообще, если это просто защита, то нет смысла ее делать. Если она не ведет вас к удару. То есть вот эта амплитуда, вы и амплитудой играете. Если вы не готовы ударить, то вы не бейте, у вас короткая амплитуда. Это очень важно, потому что если вы будете постоянно делать это очень емкие движения, очень много мышц задействовано. И, как правило, 30, грубо говоря, уклонов, нырков ты сделал, все, устал. Уже не сможешь ты быть таким быстрым, уже начнешь замедляться.
Поэтому тема амплитуды, она очень-очень важна. И сейчас, когда вы будете делать простые защиты, простые удары, уже подбирайте, думайте уже. Так, вот это видимый удар. Вот это видимый, а вот это может быть невидимый удар. Или вот это может быть невидимый удар. То есть вы должны уже начинать думать в этих упражнениях. Потому что, чтобы сделать контрудар, говорю, вот по советской классификации контрудар – это уже кандидат в мастера спорта. Это уже считается фишкой, когда ты можешь встречный ударить, ответный ударить, или удар с опережением ударить. То есть соперник только замышляет бить, а ты его уже бьешь. Это очень-очень важно. Итак, давайте перейдем к упражнениям. Первое упражнение – защита уклонами и подставками. Еще раз, внимание на амплитуду. То есть можно вот так делать, можно вот так вот делать. Только в самом начале. В бою, и чем опытнее вы будете, ваша амплитуда будет все меньше, меньше, короче и короче. И опять-таки же, когда вы устаете, а вам нужен удар, вы по большой амплитуде работаете. Например, один бьете быстрый удар, а невидимый прям тащите его, не знаю, как с колхозного поля. Так тоже можно. Вы все варианты должны прощупать, вы все должны пройти. Чтобы уже правильно картинку своих действий в бою разрисовать. Чтобы не просто ты вышел в ринг и говоришь, что делать, что делать, что делать. Делай, что знаешь, что умеешь. Оттяжку умеешь делать, нырок умеешь делать, сайдстеп умеешь делать. Делай. Если не знаешь, что делать, Ром, что делать, когда не знаешь, что делать? 2 прямых, 9 боковых. 2 прямых и пошел. Вот и все. Если что, кто спросит, ты что делал? 2 прямых, 9 боковых. То есть тотальное, просто разрушение. Итак, парни, задачу поняли? По парам встали. 2 уклона, 2 подставы. И в зеркальном сразу отдаете. Ты мне, я тебе. Попробуй теперь уменьшить амплитуду до минимума. То есть уже максимум, да, пошел. С минимальной амплитудой, чтобы меньше уставать. Хорошо, ближе к нему. Смотри, стоп. Смотри, не выставляй плечи. Ты молодец, все, что ставишь их. Наоборот, уведи плечо. Вот здесь видишь уже, как амплитуда, да, как хорошо работает. 1, 2, 3. Классно. То есть под этими подводящими формами и скрывается мощнейшая атака. Можно так. Только 1 раз. 2-й раз ты уже это поправляешь. Уже исключаешь эту ошибку. Ты видишь, не получается. Поближе к нему встань. 1. Сейчас смотрите. У вас подставы, уклоны и потихонечку оттяжечка. Оттягивайтесь. Оттягиваться тоже по амплитуде. То есть есть короткая такая оттяжка, есть глубокая оттяжка. Есть оттяжка на ногу, когда вы падаете на ногу. И тело работает, и нога она работает. 1. Удлинились. И по короткой. 1 сразу ответили. 1 сразу ответили. Поехали. Не, это не оттяжка. Стоп. Это не оттяжка. Это не оттяжка, 100 пудов. Еще раз. Первое. 1, 2, 3, 4. 1. Сейчас 2 уклона, 2 подставы. И 2 подставы вот таким образом. Да, то есть как сбив делаете. Вверх,
2 подставы, 2 уклона вверх, вверх. 2 подставы, 2 уклона вверх, вверх. Не торопитесь, постепенно делайте, потому что это всего лишь упражнение, которое поможет вам в бою. Поехали. Стоп. Видишь, можно одной рукой сбивать. Еще раз. И уже навстречу ему можешь как бы подходить. Еще раз говорю, парни, дистанцию держите, потому что, не очень хорошо получается, потому что дистанция не та. У каждого удара своя дистанция, у каждой защиты своя дистанция. Сейчас, смотрите, все делаете отбивами. То есть отбиваете вниз, вниз, вверх, вверх, в сторону, в сторону. Потихонечку начинайте делать, чтобы у вас как бы, горбатый там не скакал, как говорят. Постепенно, постепенно, медленно, спокойно. Те, которые парни бьющие, помните, да, про 21 модификацию удара? Каждый раз пробуйте по-разному ударить. Вам надо прийти к 2 вещам: быстрому и невидимому исполнению. Но начинается это все с медленных вещей. Пока ты делаешь, ты же зрением наблюдаешь своим, как себя соперник ведет. Ты подстраиваешься с одной стороны только для своих действий, и чтобы максимально неудобно было сопернику. Вот к чему ведет амплитуда. Поехали. Лев, смотри. То есть у тебя очень большая амплитуда. Ты уже по короткой уже делай. Ты видишь, понимаешь движение? Ты можешь ломать этим движением. Так делать, что ему реально некомфортно будет просто тебя бить. Раз, раз, вниз, вниз. То есть у тебя руки хорошо работают. Вот теперь руки и тело у тебя должно работать. Тело должно работать. Так же, как ты уклоны делаешь, так же ты и отбивы делаешь. Так же и подставы ты делаешь. Вот уменьшаешь амплитуду. Подбирайся прям под него, подбирайся. И дистанцию держи. Как бы так корявенько, но с этого все начинается. Потом, чем опытнее ты будешь, тем лучше и лучше, и лучше и лучше будет получаться. Не угадал? Не угадываешь, Ром. Стоп, стоп. Спокойно. Веди ручки. Раз, 2, 3, 4. Еще раз. Раз, 2. Вот смотри, вот что значит короткая амплитуда. Бьешь, как в бою. Быстрее, быстрее. Видишь, какая короткая часть? Видал, как просто все? Поэтому, то есть, все вот эти вот твои вещи, они выстраиваются, оттачиваются. Ты не руками все это делаешь, хотя ты делаешь это руками, но тело у тебя помогает. И вот эта вот вся твоя амплитуда, это так много и так мало. Итак, парни, сейчас шагом назад, уклоном назад, подставками. Шаг назад. Можете делать просто шаг назад. Шаг назад, уклон. Шаг назад, уклон. Шаг назад, подстава. Подстава. Пробуем потихонечку. Вот это, еще раз говорю, парни, вот это уже начало контрдействий. То есть здесь очень правильно надо и встать, и поднять, и рассчитать. Поэтому вот с таких простых вот упражнений подводящих у вас вырисовывается же правильная программа ваших действий. Поехали. Смотри, чтобы не путаться, ты сделай сначала шаг. Посмотри на амплитуду его удара. Вот видишь, надо вот здесь быть. Вот здесь. Вот, сейчас начинаешь, смотри, уже не так ты глубоко шагаешь и уже правильно складываешь. Видишь, вот она у тебя. Вот она подстава у тебя. Можно просто подставу. Раз прогнул,
Раз. И шагом помог. Раз, два. Вот это и есть уже короткая амплитуда. Вот ты на нее и выходишь, ты постоянно об этом думаешь, чтобы тебе сократить эту амплитуду. Но надо оставить амплитуду для удара. Поэтому какую-то часть ты где-то тянешь, но до определенного момента. Поехали. Не-не-не-не-не, ноги. Стоп. Ром, видишь, у тебя сильно растянуты ноги. На таких растянутых ногах очень неудобно ходить. Поэтому ноги у тебя должны быть под собой. Вот у тебя ноги. Видишь? Короткое движение. Вон, видишь? Все просто. Раз. Раз, это только ноги. Это без пока вот этих вот оттяжек. Или, как говорят, отклонов. Раз. Ближе. 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 Во. Во, во, во. Видишь, я начинаю регулировать. То есть, если мне надо, я дальше отойду. Надо, я больше закину. Раз, на. Видишь, уже на коротке. Поэтому, то есть, ноги тебе нужны здесь. И именно ноги, они помогут тебе правильно ударить. Прям за ударом. Смотри за его движением. Вот. Оно тебе нужно. Пока оно медленно идет, ты и делаешь свои расчеты. Собери ручку. Вот здесь. Смотри. Вот здесь она должна быть. Рома, на меня. О, пошел. Видишь? Раз, два. Ей же можно. Ей же можно, да. Только лучше всего боковым обводить ее. Потому что правая у тебя встречает, а левая у тебя обводит. Пока не надо делать. Правой подставу делаешь. Правой. Как в лапу, как в лапу. Хорошо. Сейчас смотрите, сейчас все варианты делаете. Уклоны, подставы, защита ногами влево, вправо, шаги. То есть все то, что вы знаете, постепенно вот это вот, сами себе озвучиваете. То есть вы говорите себе, какой элемент защиты вам нужен сейчас, чтобы, понятно все было. Хочешь подставы, хочешь уклона, но пока ты сам себе не скажешь, ты не сделаешь. Так и будешь смотреть на соперника, что он делает. А так уже говоришь себе так, например, уклоны, уклоны, отклоны, уклоны, уклоны, отклоны, подставы, подставы, сбивы, сбивы. Приготовились? Все варианты. Потихонечку. Поехали. Подумай еще, какие можно, меняй алгоритмы, чтобы не заорганизовывалось движение. Вот, молодец, хорошо. Вот, запускай ноги. Далеко не убегай, чтобы ты, если что, мог делать и свои тоже удары. Хорошо, хорошо. Лев, не влипай в пол, двигаешься. Хорошо. Вот такие вот простые упражнения постепенно приводят к самым четким, уверенным, точным движениям. Бой – это очень серьезная прокачка. Поэтому, парни, пользуйтесь. Всем добра, любви, до новых встреч.